Сейчас я покажу, как сделать декоративный элемент. Это как бы обхватывающий хомут на полосе. Полоса у меня будет медная, вот из этой полосы будем делать. Приспособление для пробивки я сейчас покажу, как сделать. Полоса. На ней нужно расположить будет еще две полоски. Таким образом, расстояние между маленькими полосками должно быть ширина пробиваемой полосы плюс две толщины с боков. Толщина 4 миллиметра. Вот у нас как получится. Так, я намечаю. Чик. Проверяю. Да, все правильно. Чаю еще. Расположение должно быть вот этих полосок перпендикулярно направлению движения пробиваемой полосы. Отмечаю под углом 90 градусов, под прямым углом к направлению от нашей полосы. Да, так. Вот таким образом надо будет приварить кусочки. После сварки получились вот такие приспособления. Это нижняя подкладка, верхник, матрица и плансон. Сейчас будем пробивать. Ставим параллельно направляющий и сверху перпендикулярно ставим пробойник. Удары должны быть сразу сильными, чтобы у нас не было смещений. Теперь нужно просверлить отверстие под заклепку. Теперь мы заклепаем эти две детали. У нас есть заклепка. Вот так будет выглядеть. И есть вторая деталь. Все. Мы получили заклепанные детали. Да, вот так. Еще одна хитрость. У нас не всегда есть возможность поставить заклепку с другой стороны. Нет подхода, чтобы ударить. Не можем подойти. В этом случае можем сделать фальш-заклепку, так называемую. Получилась практически неотличимая от настоящей заклепки форма, но никакой заклепки здесь нет. Чтобы мне направление вот это не ловить, потому что когда мы закрываем заготовкой инструмент, пробойник, мы не видим, попадает ли пробойник на матрицу. Задиры, такие даже срезы. Чтобы этого не происходило, можно... У меня есть такое приспособление, углубление под заклепку, да, а здесь направляющая. Я в эту направляющую вставляю свой пробойник и уже не думая устанавливаю и просто вот так, и бью. Вот заклепка. На одинаковом расстоянии от края можно сделать сколько угодно таких фальш-заклепок. Конечно, не настоящие, а фальш. Сейчас.